Освобождение от лицемерия. Свобода жизни Миира. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Сегодняшнего дня природа, море, находится в такой какой-то немыслимо, сильно прекрасной составляющей. Был штиль, а сейчас появляется волна, и это говорит о том, что живость моря, движимость, она всегда прекрасна. И многие существа, которые будут слушать, находятся в состоянии привычной недвижимости. Она находится в таких внутренних чертогах сознания, это будут виски. И что мешает, чтобы движимость была более четкая, более ясная, желание движимости – это передний мозг, это лоб. Там очень много собрано человеком. Каждый по-своему все это собирал, складывал, чьи-то убеждения, чьи-то какие-то назидательные, и много учений. Очень много было того, чтобы прославить самого себя, на этом зарабатывать, проживать, и это считалось достижением и достоинством такого большого склада ума. И многим из вас должно сейчас понятно быть, что ум у вас находится, даже ум тот, который на периферии, привычный ближе к физиологии. Ум также разделен на несколько уровней. А тот, который на периферии, ближе к вашему всему восприятию, он находится передний мозг. И вот он заштудирован, уплотнен, нагружен вот этим, выучиться. Выучиться, найти, поднять, обучиться, стать совершенным. В этом состояла вся идеология сатанизма – выучить. И выучить в их матричности программ, которые созданы падшими, нефилим-богами в кавычках, и их сатанинскими приспешниками. Выучиться. И многие из вас прослушали очень много видео этого канала «Новое пробуждение человечества» и еще будут слушать. И пока не видят в этом смысла, потому что громче всего звучит вот эта первичная мысль – обучить, обучить, обучиться. В основном вся массовость детей была поставлена на то, что это воплотились в этом воплощении, и в предыдущие, и те, которые сейчас воплощаются. Воплотились те, которых надо обучать именно в этой системе. Обучать этой системе, а это значит внедрить это сознание существа, рожденного на эту планету, внедрить в эту матричность, в эту ипохондрию, в это полное отторжение Бога. И здесь нужна правда, без нее никак. И это отторжение первично стоит во всей программности, какой бы вы ее ни изучали, где бы вы ее ни смотрели. Там первично везде стоит «отключить», «отторжение», «отторгни все, с чем ты пришел, и начинай обучаться». «Отторгни». Оно идет звуком система это «отторгни», «начни обучаться», «отторгни, с чем ты пришел». Это самая силовая вот такая, и множество пошли по этому пути. Множество из вас, даже тех, которые считают себя сейчас здравомыслящими и думающими, вместе с тем очень большой загруз темной сатанинской энергии, она так звучит. Там, где нет божественной энергии, она противостоит. Это будет всегда темное противостояние свету. И потом они ее разукрашивали дальше, утверждали, что существует Богом созданная и тьма, и свет. И этих дилемм, и этих утверждений также очень много. И они тоже хитро смонтированы, что принимаются и до сих пор. Даже теми, кто чего-то вроде бы понимал, что-то с ним произошло, и вместе с тем возвращается в эту дилемму, что и то все создано Создателем. Это ложь. Это лицемерие.
Как его увидеть и как его понять первично, все нужно находить впервые, когда это произошло. То есть зацепить за самый тот корень, и тогда все легче и быстрее то рассыпается. Тогда этот путь более легким становится, возвращение к самой сущности себя, души, духа, божественности. И он также будет гораздо легче для всей планеты, всего планетарного сдвига и всего, что происходит сейчас. И вот эта ложность, у многих понимание, что она такая темная, значит, она недвижима. Она очень хитра. Они когда-то были служителями Бога. И в какой-то мере они что-то отвергают, и вместе с тем, они удерживают также в своих вот этих глобальных состояниях те, кто проповедует эту тьму, вот эту божественность. Они ее очень где-то там на каких-то глубинах очень ценят. Они говорят, они монтируют, они создают, они передают, они воплощают ту свою ложь в житие человечества. Сами они изучают эту божественную силу. И даже те, кто государственные кланы, все эти сути, они сами очень боятся с этим расстаться до конца. И это также нужно множеству из вас понять. Когда вот это лицемерие, рецидивы эти всего происходят, и вы бегом бежите, тщательно хотите выучить и законопослушным стать, и так далее. Сами они на те уровни не получают свет. Здесь очень большой аспект, невозможно его рассказать вот так в двух словах, насколько они касаются световой энергии Бога. И вместе с тем, они знают, что это самое дорогое. И поэтому на вот таком понимании они, воплощаясь из поколения в поколение, передают как наследственность своим детям. И они продолжают управлять. Для многих осуждение сейчас появилось. Надо разобрать, что происходит, понять. И осуждать – это отдать им силу. Осудить их – это добавить еще им их силу. А ответственность, приняв пониманием, что ответственность, каждый из вас, приходя сюда, идя сюда, имел всегда право выбора, свободу. И вот это понимание должно сейчас вернуть каждого из вас в свои внутренние те изначальные чертоги, когда вы впервые воплотились, и очень разные воплощения. И помните, что этот заканчивается цикл, значит, ни одно воплощение вы будете просматривать, пересматривать, перестраивать. Правильное слово – перестраивать. И сами понимаете, волна, вы видите, перестроить воду – непростая задача. Энергия движимостью и легкостью подобна волне. И вместе с тем, это реально. И вот это понимание, почему они так любят золото, потому что та божественная сила, они изучают ее. Очень много было сказано о том, что культы, которые закрыты, которые там находятся в каких-то клановых, туда редко кого впускают, и впускают только образованных. Они должны действовать. Их мозговые волны не просто повторять, а их мозговые волны должны быть очень сильными. И также они изучают Блаватскую, Рериха, Профит и других тех, которые передавали истинность Бога. Можно много перечислить вот тех, которых вы не хотите читать, и которые вам кажутся, что они есть смысл или нет. Они это изучают. Они не просто это читают, они это изучают и тщательно. И в какой-то мере они этим удерживают свою силовую позицию. Поэтому есть то понимание, что их очень немного, и вместе с тем они управляют вот такой массой огромной. И вспомогательным, как было везде сказано, что самая сильная энергия, самая мощная – это только энергия Бога. Это все сокрыто, спрятано, пугают и действуют. И те архонтовские кланы, они там уже опустились еще на более низкие уровни. Но где-то там они удерживают вот эту силу святости жизни, Бога. А все остальное создают, чтобы управлять вот такой массой. Миллиардами. И поэтому те, кто сейчас это слушает и кто понимание свое хочет расширить, не бравационностью. Здесь нет браваций и не будет. Здесь нет легкости, здесь да, труд. Труд настоящий, дисциплинированный. Ответственный труд. И только он сможет вернуть вот эту силу вам, каждому из вас.
смотрите, их очень мало. Об этом везде было сказано, что их немного. И эта небольшая горстка управляет всей системой и всем планетарным сознанием человечества пытается. Она не управляет до конца, но она пытается это захватить. Очень много чего происходит, это все сокращенно передается. И также можно небольшую горстку создать, принять вот этот свет вот этих силовиков, которые смогут разрушить эту тьму. И когда вы это слышите, вам кажется, что какую-то фантазию дают, и не принимайте. Не принимайте по той причине, что стоят вот эти их убеждения, парадигмы и вот это лицемерие. Оно стало таким почитаемым, очень сильно оплачиваемым. Проверьте, посмотрите, любые рассказывают, передают что-то, озвучивают. Лицемерие – это стало очень сильно оплачиваемым. Каждый из вас сейчас на это посмотрите. Посмотрите на то, как вы разговариваете с собой. И может к 2-3 годам едва начинает ребенок, и это уже видно, и он начинает лицемерить. Ибо знает, что если он будет лицемерить, не будет говорить правду, то ему дадут сладости, какое-то вознаграждение. Будет какой-то порыв, и наказания не будет. И вам нужно это пониманием своим сейчас принять как истину. Лицемерие – это высокооплачиваемая частота, которая у многих очень сильно развита. Ее снять можно, виски снять, почистить передний мозг. Пересмотреть все честно, ответственно, дисциплинированно, вот эти все понимания. И не просто пересматривать, а тут же яростно сильно утверждать, переутвердить. Что да, сейчас это происходит, но я осознаю само мироздание, сами галактики, саму Вселенную. Саму планету создали не как в человеческих форматах существа. Никак не могли они это сделать. Никак. И беспринципностью такой, даже если бы они были вот как архонты, без принципов, без всяких, они бы тоже не смогли создать. Ибо это все создалось на той чистой, безусловной любви, создавалось Творца. И вся жизнь держится только на этом. Только это живет и удерживает всю жизнь, кем бы вы ни были. Да, когда вы отрицаете, вы получаете эти энергии этой безусловной любви очень мало, только для того, чтобы как-то проживать, как-то существовать. Но без нее вообще нет жизни. Нет. Без этой безусловной любви Творца-Создателя, всемогущего Первотворца, жизни нет. Везде, где было, что было создано им, оно состоит, часть его есть. Есть эта безусловная, свободная любовь. И вот этот маразм, который так приучили человечество, который так похотливо его несет, передает один перед другим, что-то изображает. Нужно начать сначала, что это божественная энергия, и это матрица вот этого нигилизма. И есть она. И хочу ли я? И я смогу. Ибо ничего нет сильнее этой силы. Ничего. Она могущественней всего. Она сильнее всего. Эта сила является механизмом всего движения. Она происходит, она пополняется, она растет, она двигается. Она двигает все, она двигает мыслительный процесс, она двигает клетки ваши. Она рост клеток дает, она рост ребенку костей и так далее. И она непосредственно соединена, она неразделимостью своей, она наполнена вот этим могуществом, которым обладает Творец, и она наполнена разносторонностью. Если честно к ней двигаться, если ее в истине, а туда только так можно. Вот тут тоже сразу остается вот такой момент. Лицемерие это, я ведь хорошие дела делал, я ведь просто похваливал, здесь очень-очень много. Это лицемерие берете, перекручиваете, подкрашиваете, и кажется, вы прямо-таки верите и созидательны. Начните честно с собой вести диалектически вот эти внутренние познавательные помыслы, о чем я думаю. Вот я сказал существу какое-то слово, а что на самом деле произошло? Я сказал, подбодрил, а что на самом деле я сказал? Почему так нужно? Потому что если вы состоите из этого лицемерия, и оно у вас главенствует,
то самые хорошие слова, казалось бы, физические вы говорите, а звук, тональность, вибрационность и запах, там будет тот, который есть у вас. Не будет по-другому. Это понимание, здесь очень простота. Не нужно бежать, не нужно лицемерить, не нужно уходить. Если вы хотите выбрать этот путь, то он должен быть вот такой чистотой наполнен. В этом сила. И это и есть эта сила, и она дарована вам. И она в вашем сердце находится. Но дотянуться вы не можете только потому, что много лицемерного этого ложного учения или еще какие-то догмы. Еще какие-то кому-то высказывал, друг друга хвалил, оскорблял, это одно и то же. Из чего состоит, то он вещает и то он излучает. И также эти учения. Если он сам не освободил свои чакры, если он не вышел со своей даже интуитивностью, не обрел вот эту связь, не говоря уже о высших аспектах и так далее, то он излучает это зловоние нефилим, архонтов. И все его слова, как бы они ни звучали, они больше всего будет линейность звучать, а там внутри эти 98, это похоть, это лицемерие, это ханжество, это бездействие. Это не двигаться, бояться Бога, отторгать Бога, там оно больше. Выбор за вами. И все это сделать реально только в честности, в той непомерной настоящей. Вода, она честная, она как хочет вода, так она и плескает. Идет она в движение, она двигает, это истина. Сопоставляя, присматриваясь, всматриваясь в эту природу, касательно к ней начать относиться к тому, что она живая, и она могущественная, и она есть спасение человечества. Она не лукавит. Не нужно повторять. Нужно соизмеримостью своей, рассудочной оборачиваемостью своих мозгов, начать принимать и смотреть на все это. И увидеть в этом красоту. И увидеть ту изначальную, настоящую силу. По-другому ничего не будет. Нужно принять, а она непривычна. Привычно стала вот эта люциферианская. Люциферианская, она очень плотно связана с религией. Религия является этим изначальным и продолжением всей этой люциферианской. Не стоит этого бояться, не стоит нарицания давать, а спрашивать, где я еще в каких своих составляющих верю в это, что Бог находится в религиозных казематах, что где-то у какого-то высокопоставленного или сильно обученного существа, где-то еще, а не в моем сердце. Вот только там он настоящий. И туда пробраться без всей этой показной. Эту правду, эту мудрость извратив этим лицемерием, так стали это лицемерие оплачивать, ибо тогда оно быстро распространяемое становится. И эти существа, кто вышли на эти пьедесталы почета люциферианского лицемерия, жаждут все больше и больше нигилизма прославлять себя. Все, что у них всегда было и будет, у них одна есть задача – славить самих себя. Славить вот эту физическую, нигилизм, смерти, болезни, страхи, страдания, убийства. Это все находится в этом лицемерии. И поэтому очень трудно многим будет, кто прослушивал не раз за этот год все эти видео этого канала «Новое пробуждение человечества», что Мии, Миир, Мии тебе планета, не звучат. Если бы вот такой хор прозвучал, не нужно объединять, а каждый в себе, то объединились бы. Много раз об этом было сказано. Объединились бы ваши высшие аспекты. Они знают, они не вторгаются, они не нарушают закона Бога. Ибо все, о чем вы слышите, там четко выполнимость Его закона. Он не может быть порушим, он не может быть поругаем. Иначе, если эта мощь и сила Его закона не будет выполнимостью, не может мироздание держаться. Почему оно стоит? Почему миллиарды галактик, вселенных, мегагалактик, этот закон, он везде существует. И этот закон удерживает, и в этом его сила. Каждая планета это знает. Каждая, и для нее первично это. А в этом его законе всегда звучит эта свобода, не нарушай другие грани. Там, в этом же законе стоит вот эта божественная, безусловная любовь. Какой она мощью обладает. И она находится,
в ваших сердцах. И это истина. Она — это безусловная мощь, это могущество. Это то созидательное, бессмертное, безграничное, житие изобильное, а оно находится в ваших сердцах. Это принять только можно добровольно. Вот это все внедрялось, и вы также добровольно это все приняли. И вы согласились на люциферианскую вот эту божественность, что Бог вас накажет, и Он вас наказывал и будет наказывать. Нет. Существует во всем мироздании, это выполнимость Его законов. А как вы с этим поступаете, их нарушая, вы получите золотое правило. Вы получите то, что вы создадите. Нарушая закон Бога, принося какой-то вред и обман, лицемерие – это также нарушать закон Бога. Никто из вас никогда не сможет сказать, что я нейтральный, я ни то, ни другое не выбирал. Нет. Еще хотим напомнить вам. Изначально там в вас что живет и дает вам жизнь – это энергия Творца, огонь Творца. Творца, Создателя. И если вы это и не принимаете этот закон, вы уходите от него, вы его преграждаете, отрекаетесь от него. И значит, с той минуты вы начинаете служить люциферианским падшим ангелам и всем сатанистам, и всему тому, что происходит. Видение, которое человечеству было сокрыто, это одна из их задач, и много чего здесь. Здесь нельзя одним словом сказать. Здесь многоуровневые задачи стояли, стоят и будут стоять. И только тогда, когда приняв вот этот закон Творца, что Он един. Он един. Он един. Только так возможно вернуть, дотянуться до своего внутреннего могущества в вашем сердце, освободить от того, что вы уже успели за этот период времени натворить. Ибо каждая мысль, каждое слово – это ваше творение. Какие они, вам придется сейчас это рассмотреть. Но здесь открыты такие великие могущества самого космоса, которые дают возможность это преодолеть вот в этот период времени, вот в этом цикле. Заканчивается цикл, новый уже просто втесняется сюда. А новый, он свободный, совершенно свободный. Чистая любовь. То, как вы в нем можете жить. Как вы сможете жить, если вы ее не воссоздали в собственном сердце? Если вы ее не раскрыли и не дали ей жить? Первично, она должна главенствовать. Ибо в вас главенствует, вы понимаете, биение сердца, дыхание. А вы ей не даете дышать. А раз вы ей не даете дышать, вы не даете ей главенствовать. И поэтому в вас главенствуют и нижнеастральные сущности, и чего только нет. И убеждения вами созданные, и скандалы, и ссоры, и какое-то такое бравационное главенствование. Когда понимание есть, что Бог един, и Он Творец, и каждая часть ваша той божественности, и если она вами уже начинает признаваться, она служит Ему. Она является Его частью. Без Его питания она не сможет выжить, она это знает. Без Его вот этого всего созидательного творения она не сможет выжить. Она это знает. И здесь заключена та сила, которая есть у каждого из вас. В рассудочной части, когда первый мозг вы убираете, когда вы тщательно это понимаете, сознательно это принимаете, не линейно, не бравационно, а искренне, истинно, без лицемерия, вы начнете разгружать передний мозг, он начнет перетворяться. Потому что на фоне того лицемерия вы создали очень много негативного. Вы создали очень много темного, и оно ваше. И поэтому, когда вы все время отвергаете, говорите, что вы ничего такого не слушали, не принимали и ничего плохого не делали. Верили непонятно во что, но верили, служили как бы божественности. Это ваше лицемерие. И оно самое кажется невидимым, привычным, и самое, что называется, липкое, как клей. И оно дальше будет еще больше притягивать все это темное и усиливать вам все это. И почему правое и левое полушарии на этих передачах этого канала «Новое пробуждение человечества» очень часто передавалось, очень многие не могут это открыть, не раскрыт первый мозг.
Он также могуществен. Он обладает непомерным могуществом, в нем простота, легкость. Но в нем должно быть это истинное принятие, что Бог первичен. Принятие вот таким своим пониманием. Вы становитесь этим, иногда это все выталкивает. Быстрее выталкивает вот это понимание. Здесь не нужны никакие высокие догмы каких-то прошлых ученых или еще что-то. Да, были всегда и есть, и остаются на планете настоящие, величественные, могущественные существа. Те же вознесенные владыки, которые оставили свой труд на этой планете. Оставили вот эту свою истину. И таким одним из тех, кто был и который больше узнаваем, это Господь Иисус. Каждый из вас может сейчас положить левую руку на правую артерию и произносите слово «Иисус». Не кричите, не пытайтесь лицемерить, а просто слушайте. Вы ощутите неимоверный дискомфорт, многие из вас это сделают. И те, кто будет слушать потом это видео, то же самое произойдет. Вы испытаете вот это то отторжение. И только вот это правда вам, не нужно лицемерить, не нужно что-то доказывать кому-то. Вам нужна правда. И слово «Иисус» вызывает у многих и головную боль, если внутренне глубоко его произносить. Потому что это светимость та Христа, которая обладает полной мощью Творца. Это полная мощь Творца. И, конечно же, сразу лоб покажет вам и давление, и еще что-то, все, что угодно вы ощутите. Вам нужна эта правда, ибо вы никому не сможете доказать что-то, пока вы это не вымоете, не вытворите в своих чертогах, не перетворите. В этом состоянии, в котором вы находитесь, есть очень много разного, но нужна вот такая неимоверная честность, как есть, так и есть. Ибо всегда прятали все что-то плохое в себе, в семье и так далее. А выходили на экран или еще куда-нибудь записывали или рассказывали бахвальство, это лицемерие. И вот это лицемерие вы произносили, и оно шар за шаром уплотнялось на вашем лоб и за ушами. Очень много было передано практик, которые что уши, за ушами, полюбить все размассировать. И уши, и вокруг, и именно за ушами. Вы говорили, вы слушали ложь, здесь все связано. Здесь нельзя взять омыть какую-то часть тела. А она задевает всю структуру вашего движения. И эта структура движения, она обязательно каким-то образом, казалось бы, лоб, слова здесь говорящие в обиходе. Все перевернули, перекрасили в темную массу. Не изменили ее, а закрасили какими-то красками. Я слушаю сердцем, я говорю душою, вот такие были слова. Но вам уже сейчас стало понятно, кто такой Создатель. И душа – это часть его. Этот огонь, она питается этим. То никак не может быть, что вы лицемерили душою. И это нужно сейчас рассмотреть. Зависит от вашего принятия. И если хоть одна мысль пробежит, что это о ком-то говорят, а я вот такой праведный или еще что-то. Я так часто читал молитвы или еще что-то, то вы стратили, и этот груз останется с вами. А если вы скажете себе честно, искренне, я хочу исцелиться, я не хочу больше болеть, я не хочу больше страдать, я не хочу больше лицемерить. Как я разговариваю в той же семье, с противоположным полом, с детьми, с кем угодно. Вынесите это на поверхность. Вы поздоровались, похвалили какую-то вещь, комплимент сделали, кто-то одет. И потом тут же ему озвучьте, надо же, я похвалил, на самом деле оно ужасно на тебе выглядит, на самом деле оно некрасивое. И вот это вам придется говорить. Нужно, понимаем, выйти на то, что вы на практике это создавали лицемерие, и на практике его вам нужно пересоздать. Когда вы слышали ту какую-то часть себя иногда, потому что пробуждаемость, она идет очень давно. Но выходил какой-то научный сотрудник или еще какой-то ложный, и вы понимали, что ваша там неправда. Научный сотрудник, он же там больше чего-то. И вот тут вы стратили. Не восхищайтесь научными деятелями, наукой,
потому что там очень много лжи. Это было привычно, что если научные, то там правда. На самом деле какое-то число ученых и тех ораторов находится в подчинении. Это тоже нужно сейчас расшифровать и признать. Таким вы свою истину зажимали, вот таким где-то прослушивая что-то похожее, какие-то одинаковые слова. Но они звучат по-разному. Вы соглашались быстрее продвинуться, быстрее услышать, чтобы вас услышали или еще что-то. Нужно еще вернуться к тому состоянию, вот так себе правду рассказать, да. Вам это будет вспомогательное, усиленное питье воды и намерение обрести ту силу изначальности. Сейчас все идет на поставление эволюции. Она движима, она всегда берет силу в изначальности, какой она была изначально. Эти практики, они очень силовые, они настоящие. Здесь все настолько настоящее, что невозможно вот так просто передавать, если существо не принимает. Ибо те существа, которые до конца не убирают, они не будут принимать такие передачи, практики, для них они еще упрощеннее кажутся. Эти практики как раз самые сильные. Это переданная мудрость и практические действия умножают всю эту мудрость, эту силу. То понимание, если не ушли какие-то вторжения в ваши тела, в ваше сознание, учения, которыми вы восхищались. Здесь ничего нет такого, рассказать эту правду самому себе и убрать. Знание правды уже дает огромную силу свободы. Вы будете их питать, а этого нельзя допустить. Вот в этом стоит задача. Решайтесь, будьте решительны. Для всех еще необходимо сказать «Миир Панадусе». Миир превыше всего. Очень много было того, что в той стране, и сейчас много-много происходит. Не дать двинуться этим действиям. И снова напоминаем, чтобы множество из вас обрели вот эту силовую силу, ведь это сам изначальный закон Бога, Миир. Миир этой весны. Миир этого созидания. Миир этого цикла, который идет сюда, и который уже существует здесь. Миир вашей силы. Миир вашей души, чистота вашей души. Вот этим произношением, Миир, вот там, что бы ни происходило. Ибо на подсознательном очень долго готовили ненависть к этой нации, к этой стране. Вы вот так разговариваете и можете сказать опять же эти слова: «Я нейтральный, я ничего не имею против, я против политики, я в политику не вхожу». Нет, вы карму понесете и умножаете ее. И вот сейчас, в это весеннее время, если ваш порыв силы, если вы ее хотите очень быстро обрести, вы уберете вот эту ненависть. Хоть малейшая там на подсознании, она реально может быть на бессознательном, в позвоночниках ваших. Головной, спинной мозг, он перегружен вот этим нигилизмом и ненавистью. Потому что ненавидеть надо, они нападут. Их надо ненавидеть, иначе они нападут. Здесь 140 миллионов, а их всего 40, и все равно они нападут. Их не надо бояться. Не надо. И когда вы своей силой, вы поможете каждый. И тем, и с той стороны, там тоже все это есть. Вы также поможете это все растворить и остановить. Никого не нужно бояться. Здесь неимоверная потеря страха, и она реальна. Они существа, какие они есть, и они имеют право на свободу. И я хочу быть свободным. Здесь почему так легко зажимали свободу в этой стране, просто уничтожали ее. Поэтому идти разрушать, и там убрать эту свободу. И вот когда сейчас будете произносить Миир с такой силой. Это не пятиминутное, это и утром, и вечером, и среди ночи, и среди дня, и когда хотите это делайте. Произнести вот так яро, как волна сейчас идет. Так яро показывает, что движение – это основа всего. И когда вы так яро это будете делать, это будет освобождать ваш передний лоб, соединять ваши полушария,
расширять ваши легкие, исцелять ваши сосуды. Ведь страх – это сжатая энергия, безволие. Нельзя в нем прожить. Услышьте сейчас свои сердца. В безволии нельзя. Это полное подчинение нигилизму, как хотите их, религии, сатанизму. Это зажатие обязательно. Это небольшая продолжительность жизни, обязательно заболевание и только. Хоть где-то, если у меня это звучит, а на подсознании помните, вы ведь начинаете, 2-3-5% начинают обращаться в эти 95-98%. И пока на первых порах оно может быть слышно, но когда знание есть, вы тогда быстрее это все расформировываете, расторгаете. Безволия не должно быть, я свободен. И опять же это золотое правило, я желаю им свободу и мир, и она у меня настанет. Возьмите его как самый могущественный якорь, который только может быть. Никогда никто его не нарушит. Я желаю им мира и свободы, и она наступит. И также богатство, и также иметь свои жилища, и не разрушать, и не убивать, и не отнимать их детей. Пожелайте искренне, без лицемерия, и это начнет происходить. Но и, конечно, той стране необходимо, невзирая ни на что, пусть будет мир. Тяжело вот это прощение, но вот этими словами, пусть будет мир, реально его добиться. Та страна должна также призывать бесконечный, очень настойчивый, везде мир. Пусть будет везде мир. Нельзя допустить, иначе они не останавливаются. За эти месяцы весны мир наступил. Мир пришел. Победа света произошла. Кто-то может обниматься, а кто-то расходится по домам. Тот в свою страну, а тот в свою. А кто-то может наоборот сказать: «Я, наверное, здесь задержусь». Все что угодно. Свобода света должна восторжествовать. И мир на планете. Невозможно по-другому, как бы горько не было. Мир превыше всего. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия, в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства.
Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.